Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. В преддверии новогодних праздников я предлагаю изготовить брошь в виде рождественского венка из медной проволоки, бусин и фурнитуры. Нам понадобится 1 метр медной проволоки толщиной 0,8 мм и цилиндр диаметром около 3 см. Накручиваем проволоку на цилиндр, делаем полных 8 витков. Скручиваем короткие и длинные концы вместе. Отмеряем 30 см проволоки на длинном конце и откусываем. Из длинного конца формируем крючок. Для этого сгибаем проволоку, отступив от места скрученных вместе концов 2 см. Закручиваем конец вокруг места скрученных первоначально концов. С помощью круглогубцев формируем крючок. Снимаем заготовку с цилиндра, направляем конец внутрь витков и начинаем обкручивать витки до середины окружности, то есть места напротив крючка. Разворачиваем крючок вверх, конец тоже направляем вверх. Накручиваем конец на круглогубцы, сделаем пружинку из 3 витков. Зацепляем конец за крючок и откусываем лишнюю проволоку. Открываем застежку и отбиваем иглу на наковальне. Конец иглы зачищаем напильником. Теперь круглогубцами надо изогнуть витки проволоки. Чтобы не оставлять зазубрин, надо на концы круглогубцев надеть силиконовые насадки или обмотать их малярным скотчем. Сделаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Отполируем венок войлочным диском. Теперь можно украсить венок бусинками, бисером и фурнитурой. Для этого нам понадобится 50 см проволоки толщиной 0,4 мм. Прикручиваем проволоку со стороны застежки. Переворачиваем брошь, нанизываем бусину и делаем виток. Нанизываем листик и делаем виток. Таким образом проходим 1 круг. На втором круге нанизываем фурнитуру в виде цветочков с бисером в середине. Пройдя 2 круга, выводим проволоку на сторону застежки и закрепляем. Лишнюю проволоку откусываем. Люди украшают свое жилище рождественскими венками, елями, хвоей, гирляндами, и это создает праздничное настроение. Но все это не отображает сути рождения Иисуса Христа на эту землю как Спасителя от рабства греха и духовной смерти. Это событие настолько важно для человечества, что наше летоисчисление начинается с его рождения и знаменует начало заключения Нового Завета между Богом и человеком по вере в Иисуса Христа. Таким образом, наступает новый 2024 год от Рождества Христова. О рождении Мессии пророчествовали ветхозаветные пророки. Пророк Исаия предсказал: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». В Новом Завете эти слова вышли из уст архангела Гавриила, когда он благовестил Деву Марию. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь его имя Иисус». В другом месте Исаия пророчествовал так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут его имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Ветхозаветные пророки предсказывали не только о том, что должен родиться Мессия,
но и о времени и месте его рождения. Пророк Даниил пророчествовал о времени рождения Иисуса Христа. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Евангелист Лука подтверждает эти события в Новом Завете. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Киринеи Сирией. А пророк Михей предсказывает место рождения Иисуса Христа. «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». И вот исполнение этого пророчества описывает в Новом Завете евангелист Лука. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома Ирода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Также в Ветхом Завете есть пророчество о том, что на небе в момент рождения младенца Иисуса появится новая звезда. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля. Мы видим осуществление этого предсказания в Новом Завете у евангелиста Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством.